Итак, история коллектива берет свое начало в 2013 году, когда после приостановки деятельности коллектива, в котором мы играли с Серегой долгое время, который назывался Гуаха, мы поняли, что мы хотим продолжать, возможно, в несколько ином ключе свою музыкальную деятельность. И, собственно говоря, я начал писать материал. Мы какое-то время думали над названием, в итоге пошли просто гулять и в районе Фонтанки, попивая пиво, перебирали варианты и в итоге остановились на Карма-Рас. И спустя уже многие годы мы только сами начали в большей мере осознавать, что же все-таки название это значит. То есть по мере того, как наше творчество рождалось, писались альбомы, снимались какие-то клипы, уже стало приходить осознание всей глобальности этого названия. Хотя, тем не менее, единой трактовки, единого объяснения, которое было бы правильным, его нет. И это хорошо. Да, так и иначе, если вы хотите спросить, что же это значит. Я бы сказал по-другому. Все трактовки правильные. Да, все трактовки правильные. То, что вы думаете насчет Карма-Рас, это все правда. Ну, собственно говоря, набрали первый состав. Часть музыкантов была из группы Inner Missing, Паши, Саши. Там же они остались по сей день, в смысле в Inner Missing. А Саню мы нашли очень олдскульным образом по объявлению на Music Forums. Хотя, как бы, казалось бы, сайт уже давно свою функцию не выполняет. Тогда он еще более-менее. Тогда еще. И что удивительно, год спустя мы точно так же нашли Андрюху. Так что сайт сработал ровно тогда, когда был должен сработать, и так как нужно. Да. Ну что, пришел Саня, и мы начали играть. Материал уже там был готов почти сразу на на момент моего появления, это был самый-самый конец 2013 года. По-моему, репетиция была первая где-то то ли за недельку, то ли за полторы до Нового года. И к тому моменту уже мы, кажется, исполняли то ли 3, то ли 4 песни. И решили сразу записать альбом без предисловий. Music into the Void. Собственно говоря, мы весной его уже сели писать. Стиль мы не выбирали, на самом деле, никакой. То есть, хотелось что-то попробовать в другом ключе. Да. У нас был проект, мы играли, там была волна в середине 2000-х, готическая. Хотелось ее наполнить новыми смыслами. Ерема создал свой проект с уклоном в эзотерику. Потом волна ушла, и вообще как-то настроения в группе таким образом сложились, что одни люди хотели одно играть, другие мы хотели продолжать. Но поскольку проект у нас замораживался, это чувствовалось, а Ерема, скажем так, прям был переполнен творческими идеями, которые выходили за рамки предыдущего нашего проекта. И, в общем-то, сразу же было принято решение делать новый. Долго у нас было много материала разного, мы его как-то пытались сложить в единый пазл, и в один момент это все сложилось вот таким образом, как в итоге на Music into the Void. То есть как бы конкретно мы не выбирали, выбирали направление, что мы будем играть вот именно такое. Преимущественно рокового направления. Да, мы попробовали, сложили это, нам понравилось и стали дальше это делать, потом развивать. На самом деле цель основной творчества было, в принципе, выковырять из себя все, что в тебе и есть, скажем так, через музыку, все наши внутренние, да и внешние тоже ощущения.